Глава 216. Солдаты демона бездны. На следующее утро в Громовом государстве собрались войска. Громовое государство собрало армию из 40 тысяч человек, которым предстояло отправиться в захваченные деревни и стабилизировать ситуацию в регионах, захваченных демоническими формами жизни. 3 маркиза поведут лучших кавалеристов в самый центр, чтобы они вошли туда через день, как острый нож в масло. Быстро закончить бой, одним махом уничтожить демонический камень, чтобы проводить войска, на улицы вышли многие жители Громового города. Катастрофа, случившаяся впервые за 100 лет, лишила Громового государства слишком многого. И теперь жители Громового государства возлагали надежду на 3 маркизов. Они надеялись, что сила 3 маркизов вернет в Громовое государство мир. Маркиз Золотой Стрелы успокоил своих людей, не стоит беспокоиться. Центральное государство и Южное государство оказывает нам серьезную поддержку, мы одолеем демонический камень и спасем демонизированные зоны Громового города. Да здравствует! Выкрикивали толпы горожан. Многие из них горько рыдали. Катастрофа лишила их не только имущества, но и выгнала их из домов и уничтожила семьи. А теперь они могли не бояться. 8 маркизов Южного Лета были лучшими экспертами страны Южного Лета, обычные люди считали их сильными, как духовные боги. И разве 3 маркиза, собравшись вместе, не могли все решить? Как странно. Маркиз Божественного Ветра сидел на синей лошади и осматривался. Он спросил Чутеня, куда делать Чэнь Бин Юй? Маркиз Божественного Ветра не видел ее со вчерашнего дня. Чутянь продемонстрировал загадочную улыбку. Я велел ей готовиться к возможной неудаче, маркиз Божественного Ветра беспомощно кивнул. Чэнь Бин Юй была ему другом, и он хорошо ее знал. Ей не мог приказывать даже маркиз Божественного Ветра, и никто не ожидал, что Чэнь Бин Юй будет выполнять приказы Чутеня. Воистину, покорить чудовище может только чудовище, и все же. Что планирует этот мальчик? Возвращайтесь в город и ждите вестей о наших успехах. Всем отправляемся. Взревел маркиз Золотой Стрелы. Раздался рев горна, и 3 армии отправились в путь. Сильнейшей кавалерией страны Южного Лета была штормовая кавалерия. Громовое государство послало 2000 солдат, а Центральное государство и Южное государство — 1500. В центр зоны бедствия отправлялась 5000-я армия, было темно и мрачно, словно над землей нависла густая злая аура. Чем ближе была зона бедствия, тем больше вокруг них виднелось увядших растений. Пропасть образовалась очень быстро. Как только появлялась пропасть, изменялись законы пространства и времени. Если пропасть останется, из нее хлынет мир бездны, воины демона бездны. Чем сильнее будут демонические захватчики, тем хуже будет. Аура бездны полностью разрушит землю, ведь вторгшийся демон был очень сильным. Когда демон вторгся в Громовое государство, большинство граждан погибло, а часть культиваторов превратились в солдат демона бездны. Земля, загрязненная аурой бездны, воздействовала на животных и растения. Люди быстрее плодились, лучше адаптировались, но цела была ужасной. Характер их становился кровожадным, а деформации увеличивались вес тела. Через 3 часа на холме выстроились 5000 кавалеристов. Флаг всколыхнуло ветром, и над лагерем повисла гнетущая атмосфера. Это было затишье перед бурей. Смотрите. В одной руке маркиз Золотой Стрелы держал поводья, а в другой — золотой лук. Перед нами пострадавший белый нефритовый город. Прямо в центр белого нефритового города с неба упал демонический камень. 80% граждан, которые были обычными людьми, погибли, а остальные 20%, которые были культиваторами, превратились в чудовищ, перед ними высился сожженный до черна город. В центре белого нефритового города находилась огромная яма, выжженная метеоритом. Странность заключалась в том, что в яме пылал зеленый огонь. Все ощущали, какое сильное сознание исходит из огромного метеоритного кратера. Оно было невероятно сильным, прямо как вулкан. Оно могло в любой момент взорваться, в синих лошадях эта аура рождала беспокойство. Это была мощная сила, противиться которой могли лишь сильные чудовища. Обычные животные испугались бы задолго до того, как начался бой. Вокруг зоны поражения больше демонических существ, чем мы предполагали. Осмотрев местность, маркиз Божественного Ветра обнаружил орды демонических солдат, которые окружали белый нефритовый город. Если мы 3 выступим вперед, нам придется применить всю духовную энергию, маркиз Золотой Стрелы кивнул. Пока мы расправляемся с демоном, надо сдерживать демонических существ, учитывая уровень 3 маркизов, бой обещал быть несложным. Проблемы начнутся, когда их окружат. Несмотря на то, что 3 маркиза были сильными, их духовная энергия быстро исчерпывалась. Когда культиватор терял духовную энергию, он терял и боевую мощь. Предлагаю разделиться на 3 группы, предложил маркиз Запада. 1000 пойдет налево, 1000 направо и 1000 в центр.
Группы слева и справа будут прокладывать путь по городу, привлекая внимание большинства демонических солдат. А мы доберемся до кратера и уничтожим демонический камень, от которого исходит злая энергия. «Думаю, это возможно», — сказал маркиз Золотой Стрелы. «Лучший способ убить демонов — это сдержать их, пользуясь местностью белого нефритового города, и убить одним ударом». Маркиз Божественного Ветра не возражал. «Стратегия выбрана, время выдвигаться», — объявил Цзян Сюн, маркиз Золотой Стрелы. «Убивайте демонов, как врагов на поле битвы, а о самом успешном воине сообщат безмольному правителю. Сделайте все возможное, не упустите такой шанс, Фэй Чжэнь». Вдруг закричал маркиз Запада. «У южного государства остался лишь один человек, так что ты пойдешь налево. Вместе с гениями центрального государства разве Шангуань Фэй Чжэнь не создаст Чутяню проблем?» Маркиз Божественного Ветра отозвался. «Два преемника могут поменяться местами. Это минимизирует проблемы ПФ. Какие проблемы может вызвать Фэн Чжэнь? Что за логика?» Безо всякого уважения к маркизу Божественного Ветра возразил маркиз Запада Шангуань Хун. Лянь Падзюнь и Линчан Гэ уже давно работают в команде. Если сейчас мы их разделим, разве это не снизит нашу боевую мощь? В центральном государстве «Безопасная жизнь» у их молодежи нет боевого опыта. Фэй Чжэнь не был на грани жизни и смерти, но уже много лет сражается с южными варварами, он не раз пробивал вражеские линии обороны. «Хоть он и не может командовать армией, но его сил хватит на небольшую команду», сказал Шангуань Хун и высокомерно глядел команду Чутяня. Конечно же, это связано с тем, что его трудно сдержать, слова Шангуань Хуна были небезосновательны. Маркиз Божественного Ветра считал иначе. Вчера семья Шангуань устроила 2 поединка и в обоих проиграла, а их гении получили тяжелые ранения. Разве они могли смириться с проигрышем правой и левой руки Шангуань Фэй Чжэня? На поле битвы он подставит Чутяня. «Мы столкнулись с общим врагом, давайте забудем о личной неприязни», согласился Чутянь, взяв инициативу на себя. «Пусть нас ведет преемник Шангуань», Чутянь не боялся предательства. Если Шангуань Фэй Чжэнь начнет создавать проблемы, его покалечит Наньгун Юнь, они не знали, насколько силен Шангуань Фэй Чжэнь. Однако Наньгун Юнь могла справиться с культиватором 5-го уровня пробужденной души. Фэн Цай была не слабее Наньгун Юнь, к тому же у Юнь Ся было духовное оружие. Куда важнее, что был и тайный телохранитель Чэнь Бин Юй. Если Шангуань Фэй Чжэнь будет честным, то все будут в безопасности. В противном случае не повезет лишь Шангуань Фэй Чжэню. Маркиз Божественного Ветра понял ход его мыслей, поэтому промолчал. Они разделились на 3 команды. Левую команду возглавил Шангуань Фэй Чжэнь, правую — Цзян Шань, а 3000 солдат, которые шли в центр, следовали за 3 маркизами. Перед отбытием Чутянь сказал маркизу Божественного Ветра: «Демон бездны сильнее, чем я думал. Если маркизы с ним не справятся, советую вам прорываться на восток и как можно скорее отступать». Маркиз Божественного Ветра оторопел. «Что ты хочешь сказать? Думаешь, что мы не сможем с ним справиться?» Текущая ситуация такова, что, нахмурив брови, Чутянь смотрел на кратер. Сложно сказать. Неужели 3 маркиза могут не справиться с демоном из другого мира? Даже если они не справятся, что сможет сделать Чутянь? Серьезным тоном Чутянь сообщил ему: «Прошу, запомни мои слова. Если не сможете победить, гоните его на восток, всем приготовиться к атаке». Цзян Шань возглавлял кавалерию, идущую по правой стороне холма. 2 команды помчались по иссохшей желтой земле и бросились в атаку на демонических существ, что окружали белый нефритовый город. Когда-то солдаты демона бездны были жителями города. Их выжгло черным огнем, а глаза опустели. Из открытых ртов вырывалось зеленое пламя. Утратив разум, они лишь убивали. Кавалерия неслась вперед, как поток, дрожала земля. Дико взревев, солдаты демона бездны рванулись вперед с нечеловеческой скоростью. Падая с неба, как горящие зеленые звезды, они готовились вклиниться в поток синих лошадей. От кавалерии их отделяло 50-80 метров. Объединив силу, синие лошади сформировали лезвие ветра цвета моря, которое тут же врезалось в толпу демонических существ. Земля покрылась бороздами, а бесчисленное количество солдат демона бездны разорвало на куски. Солдаты в тылу вооружились копьями. Ряды копий колыхались, словно волны, копья торчали тысячи игл, кавалеристы ускорились до 400 км в час. Это были лучшие кавалеристы, обладающие серьезным культивационным фундаментом. На такой скорости можно было преодолеть даже защитную духовную энергию культиватора пробужденной души. Энергия бездны исказила горожан и сделала их сильнее, и они были не слабее кавалеристов. Однако их вмиг снесло волной. Железо проходило через кровь и плоть насквозь. Волна кавалеристов неслась вперед, во все стороны брызгала темная кровь, а землю покрывали черные ошметки плоти. Густую толпу солдат демона бездны разбросала по сторонам, а земля почернела от демонической крови.
Сильнейшая кавалерия страны Южного Лета подтвердила свое звание и превратила бой в избиение младенцев. Глава 217. Пылающие солдаты демона. Солдаты демона бездны были обычными культиваторами, которые превратились в демонов. Несмотря на то, что демонизация сделала их сильнее, у их сил все же был предел. Сильнейшая кавалерия страны Южного Лета рвала их строй, как бумагу. Атаковав солдат демона бездны, тысячи кавалеристов одним махом преодолели несколько миль, после чего снизили темп. Назад. Крушите их, не останавливайтесь. Шангуань Чжэньфэй размахивал длинной булавой, голова которой была усеяна острыми шипами. Булава была покрыта черной кровью демонов, ей же были забрызганы боевые лошади. Когда штормовая кавалерия повернулась назад, перед ними, словно рой кровожадных муравьев, появились бесчисленные солдаты демона бездны. Столпившись, они волной понеслись к своей добыче. Среди них были более сильные солдаты-демоны. Кожа этих солдат, черная и выжженная, была толстой, как слой естественной брони. Руки исказились от мутаций, и кожа между локтями и плечами была усыпана темными лезвиями. Они превосходили обычных солдат-демонов и по скорости, и по агрессивности. Словно обезьяны, бесчисленные солдаты-демоны стремительно разрушали городские стены. Их жестокость, кровожадность и дикость вселила в людей страх. Натиск штормовой кавалерии их не остановил. Он лишь придал им жестокости, эти демонические существа ничем не отличались от нежити, они не испытывали страха. Даже если бы у них на пути оказался огромный дракон, они бы послушно мчались вперед, что уж говорить о человеческой кавалерии. Убить, убить, убить. Убейте их всех ради меня. Призвал Шангуань Чжэньфэй. Синяя волна схлестнулась с Черным озером, плоть снова столкнулась с железом. Синие лошади снова создали лезвие ветра, которое уничтожило самых сильных солдат-демонов и уменьшило силу вражеской атаки. Лучшие кавалеристы демонстрировали свою боевую мощь. Копья устремились вперед, солдат демонов снова разорвало на части. Прямо по их плоти проскакали храбрые синие лошади, и солдаты-демоны стали грязью, которая смешалась с землей. Второй рывок тоже увенчался успехом. Численность солдат-демонов росла, но рос и боевой дух кавалерии. Оба рывка уничтожили солдат-демонов, а вот кавалеристы не понесли ни одной потери. Со стороны они выглядели пугающе. Никакой разведки, никакой тактики, просто пестрая толпа. Еще один рывок. Еще больше смертей. Мы должны привлечь внимание чудовищ, чтобы три маркиза пробрались к демоническому камню. Выведя кавалеристов из окружения правнини, Шангуань Чжэньфэй снова направил их на солдат-демонов. Кавалерия снова ворвалась в густую толпу демонов. Третий рывок начался, на этот раз произошло нечто странное. Когда они убили около половины врагов, из толпы демонов вышел демон, не похожий на других. Он был выше, чем обычный солдат-демон, тело его было очень толстым. На обгорелом до черна теле виднелись трещины, из которой вырывалось зеленое пламя. Из его тела вдруг вырвалась мощная, струящаяся сила, которая чуть не разорвала ему кожу. «Умри». Кавалерист набросился на него и, вмиг преодолев несколько десятков метров, пронзил демона копьем. Попытавшись вытащить копье, кавалерист заметил, как две потрескавшиеся руки ухватились за ручку копья. У кавалериста появилось нехорошее предчувствие, что происходит. Не успел он даже подумать, как его окутал зеленый свет. Солдат-демон неожиданно вспыхнул и разорвался на куски. Зеленые языка пламени ударили по кавалеристам, и их вместе с лошадьми отбросило назад. На землю упали лишь черные угли плоти, все, что осталось от их мертвых тел. Все были шокированы. Появились жертвы, среди демонов были демоны, способные взрываться, из-за городских стен вышли светящиеся силуэты. Каждый из них был огромен, каждого покрывали трещины, из-под которых вырывалось пламя. Больше 1000 демонов, способных взрываться, плохи дела. Как они смогут их одолеть? Эти демоны взрывались от первого же прикосновения. С таким врагов кавалерия справиться не могла, ведь обнаружились и другие виды солдат-демонов, которых они прежде не увидели. Если демоны, которых они встретили первыми, были похожи на людей, новые демоны выглядели так, будто превратились в демонов. Кожи у них уже не было, они были полностью зелеными, их окутывало пламя. На голове у каждого росли по 2 рога, а из глаз вырывалось яростное сияние. Демоны вскинули пылающие копья. Не успев даже защититься, кавалеристы, заколотые копьями, рухнули на землю, придавливая лошадей. Начались непрерывные атаки дальнего действия, и если это так, то демонов теперь не остановят даже 1000 кавалеристов. Их остановили взрывающиеся солдаты, и что им теперь оставалось делать? Врагов стало больше. Нас окружили, а кавалерия замедлилась и потеряла преимущество.
Мы в опасности и должны прорвать окружение. Громко кричал Шангуань Чжэньфэй, указывая на взрывающихся демонов. К ним мы прикасаться не можем. Чутянь, приказываю тебе увести их в сторону. Все уже поняли, насколько сильны взрывающиеся демоны. Такого демона не мог остановить культиватор, недавно достигший уровня пробужденной души. Взрывающийся демон мог уничтожить даже культиватора, находящегося на пике пробужденной души. А таким демонов было не меньше 1000, и с каждой секундой их становилось все больше. Даже Чэнь Бин Юй, эксперт истинной души, попав в окружение, была обречена на гибель. Шангуань Чжэньфэй приказал Чутяню увести их. Разве он не отправлял Чутяня на смерть? Наньгун Юнь была первой, кто возразил: «Почему бы тебе ими не заняться? Ты знаешь, как опасны взрывающиеся демоны». Разозлилась Юнь-Я. «Ты приказываешь людям идти на верную смерть». Шангуань Чжэньфэй гневно сказал: «Лидер отряда, я, а вы не подчиняетесь моим приказам. Я имею полное право вас прикончить». «Ты, черт возьми, хочешь меня прикончить?» Яростно подскочила на лошади Наньгун Юнь. «Раз мы все почти мертвы, я просто раздавлю тебя молотом». Наньгун Юнь была пороховой бочкой, которая уважала лишь Чутяня. Этот мерзкий маркиз Запада продолжал строить против Чутяня козни, а Чутянь оставался равнодушным. Неужели он хочет смерти Чутяня? «Ты!» Начал он. Наньгун Юнь оказалась перед Шангуань Чжэньфэем, ее большой молот покрывали красные руны. Вырвалась энергия каленого железа, и пылающий молот устремился к Шангуань Чжэньфэю. Наньгун Юнь была культиватором прославленной души и обладала серьезной силой. Если она не сможет убить Шангуань Чжэньфэя, он все равно упадет с лошади, после чего демоны окружат его и убьют. Все были поражены. Эта женщина с ума сошла, она и правда напала на преемника маркиза Запада. Преемник маркиза Запада был далеко не слабым. Шангуань Чжэньфэй был таким же, как Шангуань Мин. В воздухе появилась кисть, которая написала странные руны, образовавшие сеть. Сеть рун превратилась в тонкий, как крыло цикады, щит, но его яркий свет ясно говорил, что щит очень твердый. Молот заставил его прогнуться. Шангуань Чжэньфэй помрачнел, довольно сильная женщина. Пылающий молот падал все ниже, и Шангуань Чжэньфэй воспользовался кистью, как копьем. К счастью, щит ослабил огромный молот, и Шангуань Чжэньфэй смог отбить удар. «Умри». Из пера вырвалось несколько капель черной энергии, но это были не чернила. Особая техника семьи Шангуань сжимала энергию в плотные капли. Капли могли пробить железную руду, поэтому защитную энергию культиватора пробужденной души они могли прорвать без труда. Раздались несколько глухих звуков, от светящегося защитного барьера Наньгун Юнь отскочили несколько капель. В барьере появилось несколько крупных трещин, но он не пал. Шангуань Чжэньфэй помрачнел еще сильнее. Это защитная техника была. Неужели этой техникой владели все люди Чутяня? Наньгун Юнь презрительно засмеялась. Вот как силен преемник маркиза Запада. «Смотри на мой молот». Она снова замахнулась молотом. Шангуань Чжэньфэй был в ярости. «Думаешь, я не посмею убить тебя? Умри». «Хватит, Наньгун!» — закричал Чутянь. Время для сражений было не самое подходящее. Их окружили пылающие солдаты демона, сражаться было некогда. Сначала прорвем блокаду. Неподчинение командиру, ты совершила преступление, которое карается казнью. Позеленел Шангуань Чжэньфэй. Единственный способ выслужиться — прорвать блокаду демонов. Шангуань Чжэньфэй обменялся с Наньгун Юнь несколькими ударами, но уже понял, насколько она сильна. Даже если он ее победит, это ему дорого обойдется. Черт возьми, дальний родственник семьи Наньгун обладал внушительной силой. Перед ними появилось еще больше пылающих солдат демона, которые заметно ослабили кавалерию, и теперь пылающие солдаты демона собирались напасть с тыла. Момент был решающий. Если пылающие солдаты настигнут кавалерию, катастрофы не избежать. Как я могу не ценить такой шанс выслужиться? Чутянь крикнул Наньгун Юнь и остальным. «Давайте, следуйте за мной, мы отвлечем пылающих солдат». Он так легко согласился. Шангуань Чжэньфэй только это и было нужно. Если они умрут, попав в окружение пылающих солдат, будет даже лучше. Чутянь вскинул адский меч. Нас ждут серьезные заслуги, не будем упускать шанс. Следуйте за мной. Сказав это, он помчался к густой толпе пылающих солдат. Наньгун Юнь, Фэн Цайдэ и Юнь-Я поразились. Это было самое настоящее самоубийство, но они верили в Чутяня, поэтому без колебаний последовали за ним. Какая разница, сколько врагов, вперед, развернув лошадей, они вклинились в густую толпу пылающих солдат демона.
Глава 218. Город смерти. Эти взрывающиеся солдаты демона были очень быстрыми, их скорость не уступала скорости кавалеристов. Чудовища, взрывающиеся собственной энергией, превратились в бомбы, которые ужасали людей. От этих взрывов могли пострадать даже эксперты царства истинной души. Чуть-Тянь, вскинув меч, покорно покинул расположение кавалерии. Пробежав несколько сотен метров, он ворвался в толпу взрывающихся демонов. Эти невероятно толстые и уродливые чудовища катились вперед бурлящей волной. Они напоминали бешеных зверей, которые обнаружили добычу и теперь пытались ее окружить, извергая сердитый рык. Наньгун Юнь и остальные помрачнели. Чутянь вскинул адский меч, выпустив Ци меча, разрезал каждого демона надвое. Солдаты ослепительно взорвались, энергия вырвалась и начала превращаться в мощные взрывы. Это был судьбоносный момент. Выпрыгнул белый лисенок, чтобы поглотить волну энергии. Зеленый огненный шар, превратившись в два потока, исчез в животе лисенка. Пламя взрывающихся демонов превратило их в пепел, но не нанесло врагу никакого ущерба. Увидев это, Наньгун Юнь, Фэй Цайдэ и Юнь Яо просияли. Неудивительно, что Чутянь был так уверен в успехе, ведь справиться с взрывами мог лисенок. Пока энергия взрывающихся демонов не достигала определенной плотности, лисенок мог ее поглотить. И взрывы исчезали, не успев появиться. Демонов они превратили в пепел, но Чутяня и остальных не ранили. Лисенок великолепен. Наньгун Юнь наполнилась уверенностью по самую макушку. Убей. Убей всех чудовищ. Юнь Яо, достигшая 5-го уровня пробужденной души, активировала шар грома. Из него вырвались несколько молний, которые потянулись к солдатам-демонам. Фэн Цайдэ активировала песню меча ветра и облака, и Ци меча образовала вокруг них защитную стену. Пылающие солдаты демона были быстрыми, были очень сильными, но вот тела их были слабыми. Они взрывались после первой же атаки. Напрягаясь изо всех сил, лисенок поглощал взрывную энергию приближающихся демонов. 4 человека кромсали тысячи демонов, как будто резали ножом арбузы. Куда бы они ни шли, там падали солдаты-демоны, а пламя освещало трупы и окрестности. Пламя образовывало море смерти, не подпускающее других солдат-демонов. Продолжайте. Чутянь со своей командой убил почти половину солдат-демонов. Кавалеристы, возглавляемые Шангуань Чжэньфэем, уже исчезли из поля их зрения. Демоны прибывают, скоро мы будем окружены. Естественно, я знаю. Чутянь больше не мог здесь оставаться. 4 человека не могли задержать остальных демонов. За мной 4 поскакали к восточной стене белого нефритового города. На самом деле Чутянь не просто выполнял приказ Шангуань Чжэньфэя. Он согласился убить пылающих солдат демона, чтобы отдалиться от кавалерии и получить время на подготовку. 3 маркиза смотрели на поле боя с холма, а 3000 кавалеристов не трогались с места. Им открывалась панорама боя вокруг нефритового города. Преемник маркиза Золотой Стрелы шел справа, поэтому, конечно же, столкнулся с большим количеством взрывающихся демонов, однако Цзяньшань был истинным наследником маркиза Золотой Стрелы и умел стрелять из лука. Он мог убивать их, даже находясь на расстоянии километра. У Цзяньшаня был духовный источник в виде белой нефритовой стрелы. Когда он оттягивал тетиву, его пальцы испускали духовную энергию, и из нее образовывалась белая нефритовая стрела. Она летела с такой скоростью, что ее нельзя было рассмотреть невооруженным глазом. Оттягивая тетиву, Цзяньшань стрелял белыми нефритовыми стрелами. Ни одна стрела не прошла мимо цели. Когда взрывающиеся демоны приблизились, Цзяньшань стукнул ногами по бокам лошади и громко закричал: «Готовьтесь к обстрелу!». Цзяньшань достал из колчана золотую светящуюся стрелу, и это был первый раз, когда он применил настоящую стрелу. Метеоритный дождь стрел. Цзяньшань выстрелил в небо, и золотая стрела с пронзительным свистом, распавшись на светящиеся стрелы, рухнула вниз дождем. Они попали в солдат демонов, и на их месте сверкнули взрывы. Кавалеристы Цзяньшаня возглавляли штормовую кавалерию Громового государства. Большинство солдат Громового государства, вооруженные луками и стрелами, приступили к новой волне атак. Несмотря на то, что некоторые рыбы вырвались из невода, а кто-то получил ранение, все прошло весьма гладко. Маркиз Божественного Ветра кивнул. Преемник маркиза Золотой Стрелы обладает ловкостью маркиза Золотой Стрелы. Маркиз Золотой Стрелы засмеялся. У мальчика серьезный талант. В будущем, когда он попадет на поле боя, его достижения перегонят мои, и вдруг маркиз Запада нахмурился. Чжэньфэй в опасности. Посмотрев, трое увидели, что команду Шангуань Чжэньфэя окружили 10-20 тысяч пылающих солдат-демонов. Положение у них было незавидное. Неожиданно прямо к пылающим солдатам демонов поскакали несколько человек. Маркиз Божественного Ветра был поражен. Это команда Чутяня.
Что они делают? Разве они не понимают, что подвергают себя опасности? Их ошеломило, что Чутянь и 3 его товарища ворвались в толпу, но ни один демон не взорвался, словно его сдерживала какая-то сила. Вчетвером они остановили больше 1000 опасных взрывающихся демонов. Шангуань Чжэньфэй вместе с конницей вырвался из окружения. Маркиз Золотой Стрелы громко расхохотался. Команда Чутяня спасла твою армию и уничтожила всех демонов. Это большая заслуга. Маркиз Запада недовольно фыркнул. Демоны на правом и левом фланге, мы должны направляться в город. Время пришло. Маркиз Золотой Стрелы посмотрел на центр опустевшего города, где зиял огромный кратер. Вперед! На холме затрубили в рог. 3000 кавалеристов наконец двинулись с места. Когда прозвучал рог, лучшие кавалеристы направились прямо в центр белого нефритового города. Демоны уже отправили против авангарда 2 команды. Но кто может теперь их остановить? Кавалеристы 3 маркизов легко прорвали баррикады пылающих солдат демона. Оттянув тетиву, маркиз Золотой Стрелы вооружился духовными золотыми стрелами. Размером они были, как обычные стрелы, но, вылетев в воздухе, летели быстро, как ветер, и порождали бурю, которая рвала демонов в клочья. Достигнув городских стен, стрелы растянулись на 8 метров и стали широкими, как талия человека. Пронзив стены белого нефритового города, словно лист бумаги, они открыли прямой путь в город. Там не было ни одного солдата маркизов Южного Лета. Маркиз Золотой Стрелы проскочил над разрушенной стеной. Когда маркиз Золотой Стрелы разрушил стену, кавалерия хлынула из пробоины, словно потоп. Хотя в городе кавалеристы не могли продемонстрировать всю свою мощь, синие лошади все же были необычными лошадьми. На улицах им было достаточно места. В рассыпную. Махнул рукой маркиз Золотой Стрелы. Разбившись на мелкие отряды, кавалерия помчалась по улицам, убивая всех демонов, что попадались на пути, чтобы у них было больше времени уничтожить демонический камень. 3 маркиза хранили духовную энергию, чтобы одолеть демонический камень, изрыгающий злую энергию. Они вели по главной улице белого нефритового города кавалерию и мчались так быстро, что добрались до огромного кратера со скоростью молнии. Какая мощная злая аура! Кавалерия почти не могла управлять животными, жаркая злая энергия медленно вываливалась из кратера и заполняла воздух. В воздухе плясали зеленые искры, и 3 маркизам стало нехорошо. Мы нашли демонический камень. Искажающая энергия слишком сильная, нам нельзя задерживаться, иначе солдаты и лошади могут демонизироваться. Взлетев, 3 маркиза приземлились рядом с огромным кратером. В ширину он был больше километра и находился в самом центре города. Вызванная метеоритом ударная волна уничтожила половину городских домов. Можно представить, насколько пугающим был демонический камень. Кратер заполняло концентрированное зеленое пламя. Весь кратер зарос зелеными кристаллами. Зеленые кристаллы испускали не только злую ауру, но и мощную жизненную силу. Она вздымалась и опускалась, набухала и опадала. Внутри действительно была форма жизни, демонический камень покоился в кратере, словно родитель, и поглощал жизненную энергию окружающего мира, а его энергия медленно набирала силу. Предположение Чутяня оказалось верным, чудовище действительно собиралось силами. Если бы они последовали плану безмольного правителя и сначала навели порядок в близлежащих городах, кто знает, насколько сильным бы стало чудовище, земля медленно затряслась. Могущественное, жестокое сознание пробуждалось от глубокого сна. Он чувствует живое, находящееся вне кратера. Маркиз Божественного Ветра никогда прежде не видел подобных существ. Неужели это демон бездны, о котором говорил Чутянь? Мир бездны. Что за место породило это создание? Времени нет. Наши потери становятся все серьезнее. Штормовая кавалерия была лучшей кавалерией страны Южного Лета, и в каждом округе было по 2-3 тысячи кавалеристов. Обучать их было нелегко, и терять их было жалко. Маркиз Золотой Стрелы крикнул: «Начинаем!» Глава 219. Непобедимый. Преимущество у того, кто нападает первым. Маркиз Божественного Ветра, окруженный ураганом, кинулся вперед. Вскинув руки, он собрал пугающую силу и безо всяких сомнений высвободил эту мощь. Вокруг маркиза Божественного Ветра появились 4 синих смерча. Их переполняла мощь, а выглядели они впечатляюще. Когда они приблизились к кратеру, ветер словно сменил направление. Духовный источник в виде бури. Духовным источником маркиза Божественного Ветра была буря. Он мог управлять бурями, одним взмахом руки он мог породить шторм. Диапазон его атак был велик, он обладал широким радиусом, а его мощь не могла сравниться с мощью других маркизов. Единственный недостаток заключался в том, что мощь его была слишком высокой, поэтому сражаться долго маркиз Божественного Ветра не мог. С чем бы он ни столкнулся, ему следовало закончить бой как можно скорее. Мощь притянула яркое зеленое пламя, и оно быстро исчезло в глубине смерча.
4 из сине-черных смерча тут же охватил огонь. Зеленое пламя бездны залило тусклое небо светом. Вперед! 4 яростных смерча слились в один огромный смерч. Высокая волна, охваченная зелеными языками пламени, рухнула на армию демонов. Уже через миг земля обуглилась до черна, зеленое пламя бездны сожгло бесчисленных демонов, не оставив от них даже пепла. В глубине души маркиз Запада и маркиз Золотой Стрелы поразились. Многие годы маркиз Божественного Ветра прожил в уединении, однако, кажется, стал гораздо сильнее. Уничтожив одним махом силы, обороняющие кратер, он предоставил им возможность уничтожить демонический камень. Открыть глаз разума. С помощью глаза разума маркиз Золотой Стрелы определил местонахождение демонического камня и выстрелил в него из золотого лука. Зеленое пламя бездны горело крайне странно и было в сотни раз сильнее, чем обычное пламя. Обычное пламя сжигало медленно, а вот зеленое пламя бездны обладало мощной разрушительной силой. Оказываясь в огне, объект сначала разлагался, а потом рассыпался в прах. Если бы в этот огонь упал кусок металла, он бы не стал медленно плавиться. Прежде чем сгореть, он пал жертвой мощной раздирающей силы, которая превратит его в пыль. Попав в кратер, стрела сразу же задрожала. Конечно же, маркиза Золотой Стрелы нельзя было недооценивать. От коррозии стрелу защищала могущественная сила, и стрела вонзилась прямо в демонический камень. Темно-зеленый демонический камень покрылся несчетными трещинами. Отлично. Загорелись глаза у Шангуаньхуна, маркиза Запада. Выстрели еще раз и уничтожь камень. Когда маркиз Золотой Стрелы приготовился стрелять, задрожала земля. Из центра кратера вырвалась пугающая сила, и во все стороны хлынуло зеленое пламя. Земля, которой касались зеленые языки пламени, разрывалась в клочья и превращалась в прах. Какая мощь! Изменился в лице маркиз Божественного Ветра. Будьте осторожнее. Позвольте мне. Длинное заточенное перо маркиза Запада, Шангуаньхуна, наполнилось духовной энергией. Твердый наконечник стал мягким и покрылся слоем чернил. Перо начертило в воздухе огромную дугу, дуга полностью поглотила разбушевавшееся зеленое пламя и лишила его сил. Тайное искусство семьи Шангуань, чернильная тюрьма, Шангуаньхун создал барьер, поглощающий энергию. Он мог не только поглощать энергетические атаки, но и контратаковать этой же энергией. Это было крайне сильное тайное искусство. Огромная масса зеленого пламени превратилась в большой шар, покрытый слоем черных чернил. Маркиз Запада сжал этот мяч до размеров кулака. Энергия достигла пика, взорвавшись, порвала пространство на части. Маркиз Запада громко взревел: «Восстановление!». Вздрогнув, нефритово-черный шар медленно, словно был очень тяжелым, сдвинулся на несколько метров. Он повис в воздухе, а слой чернил разъело энергией. Из трещин лился ослепительный свет, а черный шар стал темно-зеленым. Он покрылся выпуклыми шишками, которые, увеличиваясь, превращались в огромные опухоли. Что происходит? Шангуаньхун потерял контроль над энергией. Он уже не мог ее подавить. Поверхность шара покрылась новыми трещинами, он стал еще больше. Мощная энергия колебалась, пугая всех до глубины души, готовилась вскинуться волнами. «Плохи дела!» — крикнул маркиз Божественного Ветра. «Отступаем!» Создав 2 длинных воздушных кнута, маркиз Божественного Ветра мгновенно утащил маркиза Золотой Стрелы и маркиза Запада. Раздался ужасающий взрыв. Зеленое пламя бездны прожгло в земле глубокую яму. Камни рассыпались на части и сгорели дотла. В воздух взмыл столб темно-зеленого пламени, похожий на огромный гриб, неожиданно раскинувшийся над белым нефритовым городом. Ударная волна опрокинула 3 маркизов на землю, изо рта у них потекла кровь. Из кратера донесся разъяренный рев, в небо взмыл еще один столб зеленого огня, в 10 раз сильнее прежнего. Он исчез в облаках, словно поддерживал небеса. Небо стало темно-зеленым, будто загорелось. Плохо дело, 3 маркиза помрачнели, демон оказался намного сильнее, чем они думали. Он оказался существом, с которым они не могли справиться. Демон был гораздо сильнее царства пробужденной души, 8 маркизов Южного Лета были на пике 9-го уровня пробужденной души. С существом сильнее них могли справиться лишь 3 правителя. Более того, скорее всего, демон был сильнее 3 правителей. Когда давление вырвалось на свободу, лошади кавалерии и в городе, и за его пределами впали в панику. Встав на дыбы, лошади сбрасывали солдат и хаотично метались из стороны в сторону. Небо объяло пламя, и раздался резкий звон. Осторожно! Это метеоритный дождь. Когда стол огня ударил по небу, взорвались несколько больших скал. Столкнувшись с пламенем бездны, осколки ливнем хлынули на землю. Кавалерия бесновалась, а мир окрасился зеленым,
Подняв глаза, солдаты с удивлением заметили, как на них несется камень, пылающий зеленым. Лошади уже сбежали, они не могли спастись, земля задрожала, на ней расцвела огромная пылающая яма. Не успев сбежать, кавалеристы погибли. Из центра кратера поднялось чудовище, пылающее зеленым. Его бесплотное тело состояло лишь из огня. Он напал на кавалерию, лошадей и людей охватило пламя, которое превратило их в черные угли. Всюду падали огромные горящие камни. На месте падения каждого камня появлялся огненный демон, у огненного демона не было физического тела, оружие против него было бесполезно. Эта жизненная форма состояла из энергии, которая парила в воздухе, принимая любой вид. Чудовище оказалось слишком сильным, его не могли победить даже эксперты царства прославленной души. Проклятие. Мы потеряли контроль над ситуацией. Маркиз Божественного Ветра швырнул в сторону нескольких огненных демонов смерч. Огонь сопротивлялся, и смерч убил лишь 2 демонов. Демонический камень порождает демонов. Их число растет. Мы должны уничтожить камень, иначе последствия окажутся невообразимыми. Убить всех этих пугающих демонов не могли даже 3 маркиза. Если громовое государство охватит хаос, случится катастрофа. Маркиз Божественного Ветра создал 4 смерча, которые окружили 3 маркизов. Всех огненных демонов, пытающихся приблизиться, рвало смерчем на мелкие кусочки. Маркиз Золотой Стрелы оттянул тетиву и нацелился на демонический камень. У них появится хотя бы небольшой шанс выжить, если только они уничтожат демонический камень. Никто и представить не мог, что камень исчезнет из кратера. Он над нами. 3 маркиза подняли глаза. Огненный столб поднял в небо темно-зеленый камень. Демонический камень окружали осколки, вокруг него плескалось пламя. Оно было очень ярким, и камень, похожий на зеленое солнце, с угрожающей скоростью понесся к земле. Отступаем. 3 маркиза со всех ног бросились в бегство. Рухнув на землю, демонический камень встряхнул город. На земле появилась огромная яма, а разбросанное по сторонам зеленое пламя уничтожало все на своем пути, сравнивало с землей. Ударная волна огня нанесла маркизам тяжелые раны. Демонический камень взорвался устрашающей аурой. Из него вырывались звуки, а темно-зеленый камень менялся. Тело, голова, руки, ноги. Наконец он встал на землю, 3 маркиза с грязными лицами, совершенно ошеломленные, подняли головы, а огромный демонический камень, превратившийся в человека, стоял прямо перед ними. Он был очень высоким, выше 10 метров. Маркизы казались жалкими ящерками, ползающими у его ног. Это было чудовище, о котором они прежде не слышали. Это и была настоящая форма демона бездны. Демонический камень превратился в горящего каменного человека, внутри которого жарко трещало пламя, которого окружал темно-зеленый огонь. Никогда прежде маркизы не видели столь великую мощь и столь страшную ауру. Тело огненного гиганта фонтанировало неудержимой энергией. Жалкие и слабые формы жизни другого мира. Зеленый огненный гигант взмахнул руками, и в воздухе появилось множество лезвий, созданных из зеленого пламени бездны. Ты всего лишь демон из другого мира. Хватит быть таким надменным. Маркиз Золотой Стрелы выпустил в него стрелу, превратившуюся в густую паутину стрел, которые дождем рухнули на тело чудовища. Умри. Воспользовавшись пером, маркиз Запада написал печать, содержащую разрушительную энергию, и обрушил ее на гиганта, печать смерти. Песня меча ветра и облака. Маркиз Божественного Ветра создал 1000 мечей из ци. Превратившись в один меч, ци рванулась к голове зеленого огненного гиганта. 3 маркиза напали из последних сил. Наружный слой зеленого пламени несколько повредился. Однако пятна ран тут же запылали и исчезли. Слишком сильный. Мы ему не соперники. У 3 маркизов душа ушла в пятки. Чудовище оказалось действительно непобедимым. Словно смеясь над самоуверенными существами из другого мира, зеленый огненный гигант выпустил мощные духовные колебания. Хотя он еще не восстановил всю мощь, нынешних сил было более чем достаточно, маркиз Запада уже не думал о сражении. Отступаем. Иначе мы погибнем. Маркиз Золотой Стрелы отступать не желал, однако выбора у него не было. Мы должны попросить о помощи 3 правителей. Не выйдет. Сжал кулаки маркиз Божественного Ветра. Он вспомнил слова Чутеня. Демон бездны лишь недавно попал в наше царство, он в тяжелом состоянии. Если мы дадим ему время оправиться, возможно, его не одолеют даже 3 правителя. Тогда что нам делать? Если мы останемся здесь, то умрем. Маркиз Запада не хотел погибать. Маркиз Божественного Ветра стиснул зубы. Мы должны хотя бы увести его из города. Маркиз Золотой Стрелы опешил. В смысле?
Нет времени объяснять, крикнул им маркиз Божественного Ветра. Давайте, уведем его из города. Глава 220. Заманивая врага. Пока три маркиза сражались с демоном бездны, Чутянь уже был в нескольких километрах от белого нефритового города. От города исходила дикая аура, ясно характеризующая положение и похожая на ожесточенную волну прилива. Перепуганные лошади вышли из-под контроля и скакали по травянистым равнинам. Чтобы унять лошадей, потребовалось немало усилий. В этот миг над городом вспыхнул столб зеленого пламени, а небо залило изумрудным огнем. Ливнем посыпались несчетные метеориты. Под ногами дрожала земля, а это ужасающее зрелище их потрясло. Господи, что это? Обернувшись, Нангун Юнь увидела, как огромный демонический камень вылетел из столба пламени и рухнул на землю. Земля снова задрожала, на свободу вырывалась некая злая древняя сила. Справиться с этим чудовищем не могли даже три маркиза. Видимо, что-то пошло не так, увидел Чутянь горящий дождь. В его глазах появился странный блеск. Кажется, он в чем-то убедился. Это демон бездны, элементаль по имени Адский огонь. Не самый сильный демон мира бездны, не самый сильный. Не поверила своим ушам Юнь-Я. Почему он такой могущественный? Жители этого королевства даже представить не могут существ мира бездны. Сделав паузу, Чутянь продолжил. Жизнь адского огня тянется очень долго, и все это время он живет, похищая и пожирая других. Если бы адскому огню было 10 тысяч лет, он бы легко уничтожил страну Южного лета. Юнь-Я спросила, насколько он силен. Чутянь посмотрел на город, ему меньше 10 тысяч лет. Если бы не тот факт, что он только что выбрался из пропасти, и его тяжелая рана, мы бы не успели даже сбежать. У Фэн Цайды сжало сердце, она забеспокоилась об отце. Что нам делать? Три маркиза не смогли победить адский огонь, но поглотили часть его сил. Нужно воспользоваться моментом. Успокоив лошадь, Чутянь двинулся дальше на восток. «Пойдемте со мной». Через несколько минут перед ними показалась небольшая долина. Здесь их уже долго ждала красивая зрелая женщина в черном. В руке она держала несколько длинных флажков массива, каждый из которых испускал алую энергию. Казалось, что она в любой момент может вырваться наружу. «Разве это не тетя Чэнь?» — удивилась Нангун Юнь. «Что ты тут делаешь?» Чутянь спросил, «Флажки готовы?» Чэнь Бин Юй кивнула, в соответствии с твоими указаниями. Флажки массива были элементами, используемыми для создания массивов. Следующие несколько тысяч лет ими будут активно пользоваться. Во флажках массива уже были нужные массивы. Их нужно было лишь расставить по земле, а их освободившаяся энергия мгновенно создаст цельный массив. Флажки делали все намного проще, помогая создавать массивы везде, на любом ландшафте. Большинство флажков и талисманов были одноразовыми. Чутянь сделал 14 флажков, 4 из которых расположил на горах, остальные 10 держала в руках Чэнь Бин Юй. Чутянь кивнул. Отлично. Постараемся изо всех сил, надеюсь, массив сработает. Юнь-Я сомневалась, демон бездны так силен, разве массив подействует на него? Эти флажки сделаны при помощи божественной крови. Думаю, силы духовного бога для демона бездны будет более чем достаточно. Смотрел Чутянь на содрогающийся город. Три маркиза ослабили адский огонь, это увеличивает наши шансы на победу. Фэн Цайда спросила, как демон бездны нас найдет? Не стоит беспокойства, я уже закинул наживку. Трое заметили, что лисенок, никогда не покидавший Чутяня, куда-то пропал. Адский огонь стал ужасающе сильным, и каждая его атака оставляла в земле большую яму. Войска 3 государств потерпели разгром, большинство солдат потеряли контроль над животными, а потом их убили демонические солдаты и огненные демоны. Некоторым посчастливилось покинуть город живыми. Черная чернильная печать. Адский огонь, преследующий 3 маркизов, наступил на черные чернила, и те мгновенно окружили его тело, превратившись в множество небольших символов. Пламя на теле адского огня ослабло. Ледяная стрела. Воспользовавшись моментом, маркиз Золотой Стрелы выстрелил светящимися синими стрелами, которые полетели к адскому огню, словно полосы света. Его тут же сковало льдом. Адский огонь издал дикий рык, зеленое пламя на его теле растопило лед и сушило черные чернила, словно ничего и не было. Правый кулак вспыхнул огнем, и в 3 маркизов полетел огромный огненный шар. Удар урагана. Маркиз Божественного Ветра вскинул руки и выстрелил сильным ураганом. Пламя коснулось урагана и поглотило его. Огонь ударил 3 маркизов и ранил их еще сильнее. Более того, их духовная энергия иссякала.
Пусть даже демон бездны был очень слаб, но его мощь превосходила мощь пробужденной души. Он был жестоким, и 3 маркиза не могли с ним справиться. Давайте постараемся снова. Синяя мантия маркиза Божественного Ветра обуглилась, руки покрылись кровью, а длинные волосы растрепались. Он был в плачевном состоянии, однако не сдавался. Если они не смогут уничтожить демона, страна Южного Лета не только потеряет громовое государство. Жестокий демон бездны, рвущийся убивать и грабить, станет серьезной опасностью. Маркиз Запада и маркиз Золотой Стрелы не могли идти дальше. «Что ты пытаешься сделать, Фэн Юньтянь?» — сердито произнес Шангуань Хун. «Чудовище слишком сильное, справиться с ним может лишь правитель». Маркиз Золотой Стрелы приказал отступать. «Мы не можем идти на ненужные жертвы». Маркиз Божественного Ветра сухо сказал: «Значит, отступайте. Я должен увести его из города». Взмыв в небо, маркиз Божественного Ветра кинул в адский огонь несколько лезвий ветра. Адский огонь гневно зарычал. В этом слабом существе было столько ненависти, которая не только останавливала его исцеление, но и делала ему хуже. Почему другой мир был настолько глупым, он знал, что оборону прорвать нельзя, но продолжал его преследовать. Это вело его лишь к собственной гибели. «Раз ты так хочешь умереть, я помогу тебе, я поглощу твою силу и стану в разы сильнее». Адский огонь выпустил еще больше энергии, и быстрые лезвия ветра дождем рухнули вниз. «Мы не можем его остановить. Бежим». Маркиз Запада и маркиз Золотой Стрелы решили отступать. Маркиз Божественного Ветра, настаивавший на том, чтобы подождать, вылетел из белого нефритового города, а за ним понесся адский огонь. Горящее тело врезалось в городскую стену, и адский огонь прошел сквозь огромную дыру. Маркиз Божественного Ветра был на пределе, в поле его зрения появился адский огонь. Плохи дела. В этот миг появилось облако серого тумана, превратившееся в милого лисенка. Белый лисенок прыгнул прямо на лицо адского огня и сделал глубокий вдох. Лисенок тут же поглотил половину огня на теле демона. Это лисенок-чутеня. Маркиз Божественного Ветра не думал, что спасет его обычный лис. Белый лисенок вел себя, как извращенец, неожиданно набросившийся на девушку с поцелуем. Как адский огонь мог не разозлиться? Адский огонь выдохнул массу зеленого пламени. Лисенок исчез и появился за спиной адского огня. Еще один выдох, и пламя на теле адского огня поутихло. Адский огонь вышел из себя. Забыв про маркиза Божественного Ветра, он рьяно нападал на лисенка, который скакал вокруг него. У маркиза Божественного Ветра появился шанс отступить. Вздохнув, он подумал: «Я уже на пределе, теперь все зависит от тебя». Пламя на теле адского огня вспыхнуло, и он превратился в пылающего гиганта. Лисенок тут же отскочил. Интеллект адского огня был не очень высоким, но он понимал, что лисенок выманивает его из крепости. Нужно было восстановить силы, а преследовать этого вредителя не стоило. Вспомнив о своем состоянии, он приготовился возвращаться в белый нефритовый город. Лисенок сделал еще один вдох. Адский огонь рассвирепел. Это существо не было сильным, а вот его поглощающие способности были почти такими же, как у адского огня. Но лисенок не мог убить адского огня. Впрочем, спать, пока тебя жалят, всегда не очень приятно. Отлично. Сначала я убью тебя. Сдавшись, адский огонь перестал преследовать 3 маркизов и сосредоточился на лисенке. Проведя адского огня мимо 2 гор, лисенок наконец привел его в небольшую долину. Лисенок уже не мог пользоваться техникой телепортации. Его силы полностью иссякли. Адский огонь ощутил, что лисенок стремительно слабеет. Комок ненависти. Теперь можешь умирать. Адское пламя поднял ногу, готовясь раздавить лисенка насмерть. По сторонам долины вдруг вспыхнули 4 красных огня. 4 огня образовали массив, который накрыл адского огня. Каждый флажок испускал массив энергии, которые пересекались в центре, словно паутина. Они пересекались на теле адского огня, и алые линии принялись запечатывать тело демона, делая пламя на его теле все слабее. Что происходит? Адский огонь был поражен, мощь была не очень сильной. Но ей удалось его запечатать.